Привет! Продолжаем изучать Меканим. Итак, второй этап работы – это подготовка персонажа для использования его в Меканим. Для начала нужно выбрать тип анимации, с которыми мы будем работать. Раньше в Unity был только один тип анимации, стандартный. С вводом Меканим их стало несколько. Переходим на вкладку Rig. Здесь можно выбрать как раз вот те типы анимации, которые поддерживаются Unity. Первое — это просто без анимации модель, статическая какая-нибудь модель. Вторая — Legacy. Это стандартная система анимации, которая была в Unity до ввода Меканим. Generic — это тип анимации для монстров, животных и тому подобное, негуманоидных моделей. И последний тип — это гуманоид. Это то, что нам нужно, так как будем работать мы пока только с человекообразными персонажами. Выбираем его. Появляются несколько кнопок. Следующая кнопка — это выбор определения аватара. Аватар можно создать из этой модели, а также можно взять, скопировать с другой модели, с какой-то. Сейчас мы создадим ее с этой модели. Нажимаем кнопку «Применить». И видим, здесь появилась галочка. Это означает, что Unity сумела сконфигурировать автоматом наш скелет и аватар. Если бы она не сумела этого сделать, здесь бы был крестик. Проверим это дело. Нажмем кнопку «Конфигурировать». Всплывает сообщение, которое предлагает нам сохранить сцену. Почему это происходит? Потому что настройки аватара происходят на временно созданной Unity сцене, а старая сцена, с которой вы работали, она не сохраняется автоматом. Поэтому, если вы какие-то сделали важные изменения в своей сцене, обязательно сохраните их. У нас в сцене изменений никаких нет, поэтому можно нажать «Не сохранить». В сцене появился наш персонаж. Видны кости его скелета. В инспекторе схематически отображается персонаж, на котором выделены важные точки привязки аватара к нашему скелету. А ниже список этих частей и соответствующие им кости. Аватар представляет некий обобщенный скелет гуманоида. При конфигурировании аватара вы задаете соответствие костей вашей модели и костей этой обобщенной модели. В дальнейшем этот аватар может быть использован для любой модели с подобным скелетом. Все анимации, настроенные для аватара, могут быть точно так же использованы для любой модели, скелет которой соответствует этому аватару. У моего персонажа, как видите, сразу нормально установилось это соответствие между скелетом и аватаром. Поэтому он весь выделен зеленым. И у вас это соответствие может и не установиться сразу. Тогда некоторые части тела будут выделены красным. Для примера я, изменю установки какие-нибудь. Например, вот перетащу сюда кость, которая не соответствует. Сразу видно, что рука выделилась красным, на сцене появилась тоже красная кость и некие сообщения. У вас также может произойти то же самое при автоматической конфигурации. Но исправить это легко. Просто возьмем нужную кость и перетащим ее в нужное место. Сразу все стало зеленым. У вас может такого быть не одна кость, а много костей. Постепенно, вручную перетаскивая кости в нужные места, вы настроите полностью весь свой аватар. Также можно попробовать просто сбросить установки и повторно автоконфигурировать аватар. В том же самом меню есть возможность сохранить сконфигурированный аватар или загрузить его из заранее сохраненного файла. Если у вас автоматическая конфигурация не прошла и вы вручную настраивали свой аватар, то скорее всего ваш персонаж будет в неудобной для Меканим позе. И это будет отображаться здесь сообщением, что ваша модель не в Т-позе. Это тоже исправить легко. Здесь в соседнем меню есть выбор установить персонаж силы в Т-позу. Иногда перед этим приходится нажимать кнопку сброса позы. Установки костей есть обязательные и опциональные. Обязательные выделяются сплошным кружком, а опциональные пунктиром. Аватар должен работать и без установок вот этих необязательных костей, но их все-таки рекомендуется иметь для большей гибкости в анимациях. Рядом со схемой персонажа есть переключение на части тела. Например, голова, левая рука, правая рука. Как вы видите, кости для глаз и для рта являются опциональными. У меня их нет, и без этого аватар отлично работает.
Для удобства при выборе кости персонажа та же самая кость выделяется и на сцене, и в инспекторе. Аналогично, если вы выберете какую-то кость в сцене, она будет выделена в инспекторе и на схеме персонажа. После того, как вы установили все нужные кости персонажа, нажимаем кнопку «Применить». Иногда вам нужно изменить масштаб персонажа уже после того, как вы настроили аватар. Лучше этого, конечно, не делать, но иногда бывает. Давайте посмотрим, что при этом произойдет. Выберем 2, например, применить, и посмотрим, как будет фигурирован аватар. Видите, что с ним произошло. Причем при этом сброс и автоматическое маппирование не помогает. Что в этих случаях делать? Нужно просто с гуманоида перейти, например, на Legacy, применить, и назад в гуманоид применить. Аватар будет автоматически сконфигурирован, и все установки будут нормальные. Но, правда, при этом позабудутся все установки, которые вы делали до этого. Так что, как я уже говорил, лучше масштаб не изменять после настройки аватара. В настройках аватара есть также вкладка «Изменение мускулатуры» вашего персонажа. Вверху есть позвонки, с помощью которых вы можете посмотреть на вашего персонажа в крайних точках изменения. После того, как поиграетесь с этими ползунками, нажмите кнопку «Reset все», «Бросить все». Ниже находятся установки диапазона изменений поз для каждого мускула. Посмотрим на движение руки вверх-вниз. Видно, что когда рука внизу, она заходит внутрь тела. Исправим это. Щелкнем на стрелочку рядом с надписью вверх-вниз и попробуем изменить вот это вот положение, так, чтобы рука не заходила внутрь тела. Все, теперь она нормально настроена. Точно так же изменяем и для другой руки. Когда вы будете удовлетворены вашими настройками, нажимаете кнопку «Применить» и готово. Все, аватар сконфигурирован. В следующем уроке мы начнем рассмотрение. Самая обширная часть настройки персонажа — это оживление персонажа, то есть настройка машины состояний, импорт анимации и так далее.